Добрый вечер, мы из Украины. У меня сегодня много отличных новостей. Начнем с того, что в городе Бердянске наши войска развалили не только базу ГСМ, но и отправили по адресу русский военный десантный корабль. И вы будете смеяться, название этого десантного корабля Орск, практически Орск. И по сути тоже Орск. По имени города Орск, который находится где-то на границе между Гондором и Мордором. Знаете, практически полное совпадение с трилогией Толкина «Властелин колец», оно сначала шокирует, потому что их обитание это, конечно же, Украина, а орки это действительно срочники и контрактники из Орска, из Мордора. И это совпадение не случайно, потому что в произведении Толкиена нету полутонов. Есть добро и есть первородное зло. И если в войне в Афганистане, Сирии и Ираке всегда были дискуссии, что кто-то прав, что кто-то виноват, что не все так просто, то по Украине все солидарны. Генеральная ассамблея ООН, 141 страна подтвердила, что это абсолютно немотивированная агрессия против Украины. А кто же союзники России на сегодня? Это Эритрея, Беларусь, Сирия и КНДР. Это беспрецедентная история, потому что даже гитлеровскую Германию поддерживали десятки стран, от Болгарии, Румынии, заканчивая Японией и Финляндией. И если во Вторую мировую войну Япония и Финляндия для Германии это было серьезно, потому что Япония захватила половину Азии, а Финляндия участвовала в блокаде Ленинграда, то сегодняшняя поддержка Беларуси это, конечно, испанский стыд. Россияне проверку подтвердили. Они были в походном состоянии. Вот здесь они отмечены в боевом положении. Через день они подняли ракеты, привели в боевое состояние. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту привез. Да, Лукашенко по-прежнему опасен. Да, белорусские войска могут в любой момент перейти границу с Украиной. Но я все-таки надеюсь, что этого не произойдет и тысячи белорусских матерей не будут вынуждены получить похоронки. А к россиянам и особенно к ботам, которые должны работать под нашими комментариями, а не просто получать деревянные рубли, у меня вопрос. Почему так случилось, что сегодня Россию никто не поддерживает? Почему весь мир солидарен с Украиной? Почему нет дискуссий про рептилоидов, про конспирологию, про не все так просто? И почему весь мир называет вас орками, а орки говорят, что вы даже не их дальние родственники? У меня есть ответ. Мне совсем недавно прислали письмо маленькой девочки, которая написала его своим родственникам в Беларуси, в город Бобруйск. Это нельзя придумать, и я процитирую вам всего лишь один небольшой абзац, а потом оставлю скриншоты, а само письмо также продублирую в описании к видео. Может, вы обижаетесь за то, что я съела много мороженого? Или за то, что я иногда не хотела кушать супчик? Я обещаю, что буду кушать, когда приеду, только не надо скидывать с самолетов бомбы на наш дом. Мы пока в школу не ходим, ведь туда попала ракета, и школа развалилась. Пока сидим в подвале. Вы думаете, это неправда? А я вот знаю, что это правда, потому что я уже видел много детей, которые при звуке сирены на детской площадке бегут к своим родителям и плачут. Я видел детей, которые начинают сжаться к стенам, когда слышны громкие хлопки, даже если кто-то в мирном городе начинает выбивать ковры. Это все ужасно. Я был свидетелем того, как внучка звонила своей бабушке в Беларусь и рассказывала о том, что она с ее правнучкой вынуждена сидеть в бомбоубежище, потому что с территории Беларуси нас накрывают ракетами. И знаете, что делала бабушка? Бабушка по видеозвонку вот так вот смотрела, кивала головой, а потом ответила, что все это неправда, что внучка врет, а Россия абсолютно никак не бомбит мирных жителей. Я еще раз напомню, что полный текст письма мы опубликовали в описании к видео на YouTube. Знаете, из меня хреновый пророк, потому что в прошлом видео, во вчерашнем видео я говорил о том, что уже через неделю даже консервативный Пентагон и НАТО признают, что Украина уничтожила как минимум 14 тысяч человек, а ранено, попало в плен или пропало без вести около 36 тысяч. Но
Уже сегодня, вернее уже вчера, как раз вышла статья New York Times, которая утверждает, что по данным Пентагона в Украине уже уничтожено 15 тысяч российских солдат. И это означает, что как минимум 40 тысяч солдат российской группировки не боеспособны. Вы сами сейчас можете посчитать, какой процент от 190 тысяч российских войск получается, если убрать 40 тысяч. Это 21%. Таким образом, меньше чем за месяц Российская Федерация потеряла в войне в Украине больше, чем в Афганистане за 10 лет. Больше, потому что там было 14 тысяч, сейчас уже 15. По некоторым данным, небоеспособными каждый день в Украине становится 1000 российских солдат. Почему я часто вспоминаю Афганистан и потери Советского Союза в Афганистане? Дело в том, что поражение в маленькой победоносной войне привело к дальнейшему распаду Советского Союза. Это, по сути, был катализатор. К сожалению или счастью, Россия это не СССР, потому что в Советском Союзе был большой запас прочности, было больше людей, была мощная экономика и военно-промышленный комплекс. Почему, к несчастью, Россия не Советский Союз? Дело в том, что даже там генеральный секретарь Советского Союза единолично не мог принять никакое решение. Был Центральный комитет партии, были весы и противовесы. Была армия, была разведка, было КГБ. Один человек не мог принять решение, нажать кнопку и начать ядерную войну. К сожалению, в России сейчас такая ситуация, что единолично Путин может начать атомный апокалипсис. И думаю, что нам не стоит радоваться, что куда-то пропал Шойгу или Герасимов, потому что все это пешки. И, кстати, обратите внимание на российскую пропаганду. В Советском Союзе я никогда не слышал с экранов телевизоров, чтобы кто-то угрожал атомной войной НАТО, Америке или Европейскому Союзу. Я никогда не слышал в советских телевизорах, чтобы кто-то говорил, что мы превратим в атомный пепел всю планету. А сегодня, каждый день от российских пропагандистов мы это слышим, и для россиян это становится новой реальностью. И все, что меня радует, это то, что когда Путин нажмет красную кнопку, его приказ должны будут выполнить простые российские военные, у которых есть дети, у которых есть родители, у которых есть жены. И очень здорово, что этот приказ не будет выполнять Скобеева или Соловьев, потому что тогда бы мы были точно обречены. И ведь вот эти медийные твари, они продолжают упарываться, но при этом уже даже обвиняют свой родной глубинный народ. Вы просто ёбнутые, вы все ебаные. Зачем вам всем, блядь, макарошек? Для чего вам столько макарошек, блядь? Почему вы слили все макарошки? Почему вы не хотите, сука, здесь нормальную еду, блядь, которая здесь дохуя в магазине? Ёбаные вы мрази, блядь, советские. Чувак, ты молодой и дурной. Глубинный народ помнит СССР. Глубинный народ помнит маргарин вместо масла. Глубинный народ помнит талоны. И также он помнит про разверстку от товарища Сталина. Это генетическая память. А если ты рассчитываешь, что ты получишь спецпаёк, поверь мне, на всех не хватит. А сейчас наша любимая рубрика «Перехват разговоров СБУ», где орк жалуется Арчихе о том, что украинцы живут сильно лучше. Ты хоть сыт, одет, обут? Ой, сыт, обут, одет. Везде без лимита. Точно? А то есть вы где-то остановились так, где в доме, можно и поспать, что ли, да, нормально, на кровати? Ну да, по чуть-чуть А. можно. А почему по чуть-чуть? Дозор? Ну, Ясно. Ну, главное, обуты, одеты. Это. ой, обут, Да. одет, Лен. Тут они живут, я тебе говорю, лучше, чем мы. Ну, это понятно. Уже во все фирменное одет. Угу. Ну, а что, если, смотри, какой Запад это поддерживает их как? Ясно, делаешь шмотки и все. Ну, мы в гражданской неплохо, в кроссовках хорошо двигается. Угу. Да. Так вот. Там, наверное, и Да. квартиры, и все, и то есть Да, или дома, слушай, что там, и ремонт, мебель, и все, ахеронт, да? я вот, да, я вот прикинул, что Это деревня, не поселок, деревня, да, вот где вы? да типа поселка, ну, 9-этажки, Поселка, все ага. есть, да. А, Послушай, я вот прикинул, чтобы мне так вот свою квартиру обставить, мне надо одному было Ага. жить еще лет 10, и не пить, и не курить, и есть, наверное, столовой там в охереть. части. где-то. Ага. И притом, ну, смотришь, ну, скрываем-то все, чтобы за спиной ничего не оставалось. Угу. По трое, по четверо детей, по двое минимум, блядь. Как бы. Угу.
А ты, двумя детьми, попробуй так хату обставить, кредит будешь платить, еще дети будут платить. Да не говори, блин. Угу. И все вещи, понимаешь, не как наш ширпотреб, вонючий, а достойные, то есть фирменные, все фирменное, я нигде еще хуйни не встретил. Ни частный дом, ни квартиры, везде все вот качественно. Угу. А как нас это обложили вообще с Запада, вообще все закрыли, и границы, и самолеты, и все у нас сейчас это обновление на компьютерах нет, Microsoft. Короче, закрываются, закрылись Инстаграмы и так далее. Вообще, я не знаю, люди столько без работы. Короче, нас вообще обложили со всех сторон. Видишь, Америка еще на Китай этот, блин, давит. Китай-то нейтральную позицию в отношении к нам занимает. Сейчас вообще средства массовой информации все пищат, визжат. О, не знаю, что будет. Сейчас будет как в Советском Союзе железный занавес. Мужик из радиоперехвата абсолютно прав. Железный занавес опускается быстрее, чем он думает. Вот, например, буквально на днях московский суд оштрафовал женщину Анну Кречетову на 50 тысяч рублей за то, что она вышла с плакатом «Фашизм не пройдет». Честно говоря, на месте суда я бы не штрафовал Анну Кречетову, а просто заставил бы ее выйти с плакатом «Фашизм пройдет», для того, чтобы поддержать российскую армию. Это настолько на голову не налазит, что, в принципе, давайте снова цитату Лаврова. РФ буде зруйновано, перемога буде за нами. Слава Україні!